Всем привет! Сегодня мы будем продолжать шить наше гнездышко косу. И сегодня будем шить матрасик. Сначала я хотела сделать со съемным чехлом, но решила упростить задачу. И мы сделаем просто матрасик, который можно будет стирать в машинке с завязками. Для начала нам нужно вырезать два прямоугольника 70 на 30 сантиметров. Высота 70, ширина 30. Чтобы было красивее, чтобы концы не торчали, нам нужно закруглить наши углы. Можно внизу не закруглять, но я решила внизу тоже закруглить. Закругляем и обрезаем, делаем, чтобы у нас было овальное. Вот так вот. Вот так вот у нас получилось. И также нам нужно вырезать такую же деталь из синтепона. Я буду шить из 300 синтепона, и чтобы матрасик не перекосило, я оставлю по сантиметру, по два, а потом уже обрежу. Вот таким вот образом. Одну сторону я решила простегать, поэтому можно в произвольном порядке прогладить линии. Я проглажу параллельные линии. Вот я прогладила линии. Получается, складывала я лицом вовнутрь, чтобы можно было хорошо прострочить. Я сделала 3 линии. И теперь прикладываем к синтепону и прикалываем булавками. Теперь можно прострочить эти линии. Ставим натяжение нити минимальное. И ширину стежка можно побольше поставить. Аккуратненько пропихиваем руками, но не сильно. Таким образом остальные наши линии. Вот так вот у нас получилось. Булавки можно снять пока что и откладываем в сторонку. Теперь нам нужно сделать завязки. Я завязки решила не делать, я буду делать петельки. И уже к этим петелькам можно будет привязать что-нибудь, ленточки какие-нибудь, либо из ткани завязки делать, что угодно. Я отрезала полосочку шириной 11 сантиметров. Вы можете взять любую тоже ширину, если хотите, чтобы узкие были, либо пошире. И чтобы было легче, я сначала прострочу целую, а потом разрежу ее. Прострачиваем на ширину лапки. И теперь с помощью булавки выворачиваем на лицевую сторону.
Вот такая полосочка получилась. Теперь приглаживаем либо швом в бок, либо шов посерединке. При этом аккуратненько расправляю внутри шов, чтобы он не топорщился. После того, как мы прогладили полосочку, мы отмеряем наши петельки. Я буду отрезать по 6 сантиметров. Можно больше сделать. Вот такие кусочки. Когда все элементы готовы, можно собирать наш матрасик. Берем наши петельки. Можно заранее поотмечать места, где вы будете прикреплять петли, либо можно сразу же вшивать завязки, как вам удобно. Складываем швом вовнутрь и прикладываем. Прикалываем булавками. Вот мы все прикололи. Теперь накладываем нашу другую часть матрасика. Можно сделать ее не обязательно такого же цвета, можно сделать ее другого цвета, чтобы можно было чередовать. Накладываем и также скалываем булавками, чтобы не сместилось. Если вы переживаете, что может лапка задеть булавки, то можно сначала пристрочить петельки, а потом уже пристрачивать верхнюю часть. Я приколола, знаю, подальше, чтобы лапка не задела наши булавки. Скалываем так по всему периметру. Теперь можно прострачивать на швейной машинке. Будем прострачивать на сантиметр. И нужно будет оставить место, чтобы вывернуть. Я оставлю сбоку между петельками по прямой, потому что по закругленным часть тут, во-первых, петельки идут, удобнее будет сбоку. Места петелек мы прострачиваем несколько раз. Прострачиваем не спеша, также немного подтягивая синтепон, чтобы машинке было проще. Когда мы прострочили все, где-то отверстие, один слой нужно по краешку закрепить синтепоном, чтобы удобнее потом было зашивать, чтобы синтепон не съехал. Теперь можно снять булавки и срезать лишний синтепон. Теперь нужно по всем закругленным краям сделать отсечки, не доходя до строчки пару миллиметров, чтобы строчка не разошлась. И аккуратненько выворачиваем на лицевую сторону. Можно сначала повытаскивать булавки, чтобы не пораниться. И аккуратненько выворачиваем
на лицевую сторону. Все расправляем. Вот так вот у нас получилось. Теперь это отверстие мы закалываем булавками и зашиваем. Можно в край прострочить на швейной машинке. Когда мы зашили наш матрасик, можно его прогладить на двоечке без пара, чтобы синтепон не прилип. Если вы хотели, чтобы матрасик был пожестче, то можно использовать поролон. Но тогда придется делать матрасик на молнии, чтобы поролон можно было вытащить при стирке. Я заранее проделала ленточки, можно любые завязки, что угодно. У меня остатки ленточек остались. Я решила их применить сюда. Берем нашу косичку и складываем так, чтобы у нас здесь было, и здесь у нас была середина. И привязываем нашими ленточками по всему периметру. Привязываем крепенько. Уже гнездышко получилось. Осталось лентой соединить наши концы и завязать бантик. Так вот. Вот такое у нас получилось гнездышко с матрасиком съемным. Очень практичное решение. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, если не подписались. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!